Приветствую! Это канал Armory Smith, здесь куются доспехи. Но для начала я отвечу на вопрос, который вы сейчас часто задаете в комментариях. Музыку, как сейчас, я импровизирую сам. Когда-то я хотел стать профессиональным музыкантом, но не вышло. Записи не очень качественные, поэтому я их нигде не выкладываю. Может, как-нибудь потом. Шлем, который я сделаю, создан на основе двух артефактов. Итальянский салет, так подписано на фото, и забрало похожее на немецкое. Хоть источником вдохновения служит купол салета, но скорее всего правильная классификация этого шлема такая: закрытый армет для пешего турнира на булава. Для меня все начинается с покупки готового листа стали, а в средневековье нужно было сначала добыть руду, переплавить на сталь, потом разбить на плоские листы, и только из них можно было бы начинать работать. Причем для таких изделий, как доспех, нужен качественный металл. Одним из основных источников поставок стали в Европе был город Инсбрук, современная Австрия. Вероятнее всего, что немецкий металл был крепче, чем в других странах, и лучше поддавался закалке. Скорее всего, германские металлоплавильщики открыли свойство марганца, который придает стали дополнительную прочность. В 1504 году по приказу Максимилиана I в Инсбрук переселили оружейников и основали большие мануфактуры в городе, после чего Инсбрук становится одним из главных европейских оружейных центров, а оружейная мануфактура – первым в Европе государственным оружейным производством. Вот интересное упоминание о том, что в некоторых местностях в железную руду добавляли яд. Аль-Идриси, арабский географ 12 столетия, пишет, что в Армении из такой руды делают кинжалы и мечи, наносящие смертельные раны. Но скорее всего владелец рудника просто решил такими рассказами повысить спрос на свою продукцию. Прямо сейчас я вырубываю квадратное отверстие в забрале. Нонсенс в том, что я выковал купол шлема за день, и примитивное отверстие тоже делаю целый день. Но сложность работ при этом неравнозначная. Чтобы выбить шлем, нужно иметь определенное мастерство и физические данные, а вырубать кусочки металла может и подросток. В начале 14 века 14 лет – обычный возраст для поступления в обучение к мастеру. Существовала практика, когда подростка полностью отдавали на попечение мастеру. Его нужно было кормить, одевать и учить, а за это он выполнял дополнительные работы по хозяйству. В 15 веке планка отодвинулась дальше. В Лондоне подмастерья не брали раньше 16 лет, а нормой стало обучение в 18. Причиной этому было несколько. Многие элитные гильдии, торговцы тканью, ювелиры, кузнецы начали требовать, чтобы подростки непременно получили школьное образование, прежде чем поступать на обучение. Таким образом, мальчики стали проводить больше времени в школе, чем их сверстники 200-300 лет назад. Родители деревенских подростков зачастую отпускали их учиться ремеслу лишь после того, как те успевали несколько лет поработать на земле и внести некоторый вклад в семейный бюджет. Уход сыновей в подмастерья неизбежно означал для семьи потерю рабочей силы. При сроке обучения в 6, 8, а иногда и 10 лет подмастерье в конце 14 и 15 веков получал статус самостоятельного, то есть взрослого человека, имеющего право распоряжаться своей судьбой, имуществом, свободным временем как минимум в 23 года, а то и позже. А теперь представьте себе современного тинейджера, который попал в средневековье. Это может показаться очень увлекательно и интересно, но на самом деле мне жаль такого парня. Еще необычный факт. Есть упоминание о законе, который гласил: если ученик соблазнит жену мастера, то по закону такой подмастерье обязан будет отработать у мастера еще 15 лет.
Сейчас вы видите, что я снимаю пластину с закаленного шлема. Такая деталь называется свидетель. Она той же толщины и марки стали, что и сам шлем. После закалки я проверяю ее ударом. Она должна ломаться, как стекло. Таким образом, я практическим методом удостоверяюсь, что процесс закалки прошел правильно. После закалки обязательно нужно делать отпуск стали. Это понизит твердость, но увеличит вязкость. После отпуска также проверяю свидетеля. Я бью очень сильно, чтобы понять, не будет ли пластина трещать. Нужно, чтобы сталь поддавалась небольшой деформации без трещин. Но избежать этого при критических нагрузках все равно нельзя. В конце концов, я проломил эту пластину. Но я бил углом кувалды в одно и то же место на специальной яме. В боях удары будут слабее. Чарльз Фолькс в своей книге «Средневековые доспехи» в самом начале пишет: «Каждое ремесло подчиняется определенным правилам. В большинстве случаев для выпуска качественных изделий достаточно одного-двух правил, но в отношении оружейного ремесла я бы выделил 5 условий, если оружейник хочет изготовить хороший доспех. Первое – соответствие цели. Второе – удобство использования. Третье – соответствие материалу. Скорее всего, имеется в виду соответствие одежде, моде и нравам того времени. Четвертое – разумность конструктивных решений. Пятое – уместность украшений». Рассмотрим эти пункты детальнее, но спроецируем их на современные бугурты и турниры в средневековом стиле. Первое – соответствие цели. Как и в позднесредневековых турнирах, в современных бугуртах острое боевое оружие запрещено. Бои проходят на тупых мечах, топорах, алебардах, булавах, без колющих ударов. То есть необходимости в шлемах, защищающих от уколов, нету. Поэтому шлемы выполнялись и тогда, и выполняются сейчас такими, чтобы обеспечить максимальный обзор и удобство. Кстати, колющее оружие сейчас запрещено из-за своей травмоопасности, но случайные тычки выступающими частями иногда травмируют лица бойцов. Именно поэтому я немного отошел от оригинального забрала и добавил перемычки на глазницы. Средневековый турнирный армет для пешего боя ковался с шаровидным куполом и одним забралом, которое на петлях поднималось вверх. Забрало это представляло собой решетку из прутьев, приклепанных к нему. Такое забрало обеспечивало отличный обзор и защиту от удара деревянной турнирной булавой, но, разумеется, не могло быть использовано ни в копейной сшибке, ни в настоящем бою. На иллюстрации из турнирной книги показан именно такой шлем. В моем случае, при совмещении купола и забрала от другого шлема, получается защита с отличным обзором и хорошей безопасностью. Правда, реконструкцией такой шлем назвать нельзя. Все-таки слишком большая разница по времени между этими частями. Да и забрала очень похожие на немецкие 16 столетия, а сам купол, скорее всего, итальянского происхождения конца 15 века. Удобство использования. Доспешник должен помнить, что нужно не только защитить бойца, но и обеспечить необходимую подвижность головы и рук. И ведь если шлем упирается в плечи и не дает возможности эффективно наносить удары, то это дает фору противнику. А прямая задача хорошего доспешника – обеспечить своему клиенту преимущество. Двойное забрало арметов, использующихся на войне, а не на турнирах, было в своем роде прорывом. При поднятом верхнем забрале рыцарь мог хорошо видеть, дышать и слышать. При этом открывалась лишь малая часть головы, а при закрытом забрале можно было смело врываться на коне в строй врага, не боясь случайного тычка оружием в лицо, который мог оказаться фатальным. Сегодня решетчатое забрало идеально подходит для спортивно-рыцарских турниров, через него отличное дыхание и обзор. Третье. Соответствие материалу. В 16 столетии ремесленники стремились продемонстрировать свою искусность и иногда имитировали одежду или старались воспроизвести очертания человеческого тела. А сегодня современные мастера делают доспехи, стилизируя или реконструируя доспехи средневековья. Ведь сегодня доспешники имитируют или реконструируют старинные доспехи, чтобы создать образ и атмосферу средневековья и благородных рыцарей, а иногда, чтобы воссоздать определенные исторические события. Четвертое. Разумность конструктивных решений. Средневековые оружейники изобрели множество способов ковки доспеха и соединения частей доспеха. Это и крючки, и застежки, и плавающие заклепки, и скрытые ремни под латами и многое другое. Но в свете современных боев не все решения удачны.
Также промышленный прогресс предлагает множество способов упростить производство. Например, сварка. С помощью нее можно сделать купол за один день, и ее не будет видно. А тянуть шлем из цельного куска займет 4-5 дней. А самое главное, я без проблем могу купить лист качественной стали с однородной толщиной. Без этого было бы очень тяжело. Уместность украшений. Парадные доспехи средневековья могли украшаться килограммами латунного литья, быть полностью гравированными или с чеканкой, изображающей гротескные фигуры, но для современных боев это спортивный инвентарь в средневековом стиле, который, кстати, необходимо регулярно ремонтировать. Поэтому из украшений на шлеме только изящные заклепки в виде цветочков на забрале и плюмажедержатель. В своей работе я интуитивно пришел к тем же выводам, что и Чарльз Фолькс. Поэтому, создавая доспехи для спорта или для реконструкции, я четко понимаю, что нужно клиенту. В комментариях под моими видео часто спрашивают, как же делали доспехи без электричества и современных инструментов. Основной сложностью было получить качественную сталь и выковать из нее пластину побольше при равномерной небольшой толщине. Для этого использовались водяные молоты. Шлифовка делалась тоже с помощью водяной мельницы. Об этом детальнее рассказано в конце видео про латные ноги в стиле кастенбрюс. Отверстия в тонком листе можно пробивать зубилом, а не сверлить. Когда-нибудь попробую сделать шлем более аутентичным методом. Вообще, малый ручной электроинструмент с легкостью можно заменить на 2-3 подмастерьев, согласных работать за еду. И мне этого, признаюсь, очень не хватает. На оригинале не сохранилось креплений для фиксации закрытого забрала, поэтому нижнюю кнопку я сделал аналогичной тем, которые применялись в 15 веке, но верхние я сделал по-своему. Дело в том, что я перепробовал множество разных кнопок, крючков и защелок, и многие меня не устраивают из-за своей ненадежности. Если в средневековье хватало 1-2 крючков, чтобы выдержать 1-2 удара в шлем, то сейчас нужно сделать так, чтобы механизм фиксации выдерживал 20-30 сильных ударов один за одним в голову. Запомните, рисунок средневекового боя и современный бугуртный совершенно разные. И бездумно повторять то, что было сделано в 15 веке, чревато серьезными травмами. Поэтому я сделал 4 фиксирующих механизма и добавил специальные отверстия, чтобы в случае поломки можно было вкрутить болт прямо на турнире и закрепить забрало в закрытом положении.
Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и до встречи в следующих видео.